Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 37 лет. Дата исследования – 3 февраля 2021 года. Область исследования – головной мозг. Справа по медиальному контуру переднего края лобной доли визуализируется субарахноидальная киста аксиальным размером 30 на 29 мм, краниокаудальным до 7 мм. Создается впечатление о сообщении кисты с передним рогом правого бокового желудочка. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третий-четвертый желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки не расширены, правый до 10 мм, левый до 5 мм. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Справа субкортикально в лобной доле единичный очаг глиоза размером 5 на 4 мм. Единичные очаги диаметром до 2-3 мм визуализируются в белом веществе обеих лобных долей. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования. Признаки отека слизистой оболочки правой половины лобной пазухи, решетчатого лабиринта, основной пазухи и правой гайморовой пазухи, в которой скопление жидкости с формированием уровня до 20 мм. Заключение. МР-картина субарахноидальной кисты правой лобной доли, единичих очагов глиоза головного мозга, асимметрии боковых желудочков. Правосторонний полисинусит. Рекомендована консультация невролога-лор-врача. Ассистент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ничего катастрофического в голове нет. Есть киста в области правой лобной доли. Чтоб лучше понять, сообщается она с боковым желудочком, имеет смысл сделать МРТ с контрастным усилением. Она угрозы для жизни не представляет, но может давать чувство неудобства, головные боли. Есть единичные очаги глиоза, это случайная находка, особого значения они не имеют. Может беспокоить правосторонний полисинусит, в гайморовой пазухе уровень гноя, с этим надо к лору обратиться.